Всем привет! Добро пожаловать на канал Простые рецепты на твой вкус. Предлагаю вашему вниманию 4 простых рецепта из баклажанов. Уверена, каждый найдет для себя что-то интересное. Не забудьте в комментариях написать, какой рецепт вам понравился больше всего. Итак, приступим! Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем готовить баклажаны по-корейски. Что нам для этого потребуется? 2 баклажана, 1 болгарский перец, 1 морковь, 2 зубчика чеснока, 1 луковица, маленький пучок петрушки, сахар 1 чайная ложка, уксус 9% 1,5 столовые ложки, перец чили, соль по вкусу. Итак, приступим. Нарезаем наши баклажаны кусочками, примерно вот такими. Далее баклажаны присаливаем и оставляем на 30 минут. Морковку трем на терке. Нарезаем лук полукольцами. Добавляем к морковке. Далее берем перец болгарский, очищаем. Нарезаем соломкой. Добавляем все к морковке с луком. Далее режем мелко зелень. Зелени можете добавлять побольше. Далее чеснок через давилку пропускаем. Добавляем щепотку соли. Красный жгучий перец. Сахар. Уксус. Все перемешиваем аккуратненько. Пока это все отставляем в сторонку. На разогретую сковородку наливаем масло. Посыпаем наши баклажаны и обжариваем баклажаны до готовности. Наши баклажаны пожарились. Далее сразу со сковородки горячими баклажаны добавляем в нашу тарелочку. Все перемешиваем. Отправляем наши баклажаны в холодильник, когда они остынут, на сутки, и можно будет кушать. Если понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем приятного аппетита! Рулетики из баклажанов. Что нам для этого потребуется? 2 баклажана, 2 помидора, 3 зубчика чеснока, сыр у меня уже был тертый, вы можете взять любой, какой вам нравится, шпажки, майонез, растительное масло для жарки. Итак, приступим. Сначала мы берем баклажаны, немножко их очищаем, далее разрезаем на пластиночки. Сразу немножко присаливаем, чтобы ушла горечь. Оставляем баклажаны на 15 минут. Далее берем тарелочку с сыром, выдавливаем чеснок. Выдавливаем майонез. Тщательно все перемешиваем. Перемешали. Тарелочку отставляем. Сейчас мы будем жарить баклажаны на растительном масле. Наливаем растительное масло на сковородку. Ждем, пока оно нагреется. Выкладываем наши баклажаны на сковородку обжариваться. Обжариваем баклажаны до золотистой корочки. Вот одна сторона у нас поджарилась, мы переворачиваем на другую. Итак, обжариваем наши баклажаны до готовности. Обжаренные баклажаны выкладываем на тарелочку с салфеткой, чтобы лишнее масло ушло из баклажана. Итак, пережариваем все остальные баклажаны. Итак, наши баклажаны обжарились. Что мы делаем далее? Берем наши помидорчики,
Отрезаем попку. И нарезаем мы соломкой. Вот такой. У нас помидорчики сочные, но лучше взять сорт помесистее. Тогда они у вас не будут течь. Переложим помидорчики на тарелочку. Далее берем баклажан. Кладем немножечко начинки и ломтик помидорчика и скручиваем. Берем нашу шпажку и вот так закрепляем. И так проделываем со всеми баклажанчиками. Итак, наша закуска из баклажанов готова. Всем приятного аппетита! Жареные баклажаны с луком, морковкой и помидором. Что нам для этого потребуется? 2 баклажана, 1 луковица среднего размера, 1 помидор средний, 1 морковка, черный перец молотый по вкусу, масло для жарки. Итак, приступим. Берем наши баклажаны, отрезаем попку, немножко очищаем, режем кругляшками, не сильно толстыми. Кладем в тарелочку, немножко присаливаем, чтобы ушла горечь. Также режем второй. Оставляем на 15 минут, чтобы ушла горечь. Далее берем морковку и трем на терке. Рядом кладем лучок и нарезаем. Нарезаем ломтиками. Так, вот это пока отставляем в сторону и начинаем жарить наши баклажаны. Наливаем масло на сковородку. Выкладываем наши баклажаны и обжариваем их до золотистой корочки. После того, как наши баклажаны обжарились с 2 сторон, вынимаем их на тарелочку с салфеточкой, чтобы впитался лишний жир. Таким же способом пережариваем все остальные наши баклажаны. Далее обжариваем лук с морковкой, немножко присолим и обжариваем до готовности. Пока наши овощи обжариваются, мы займемся помидорчиком. Нарежем его ломтиками. Перекладываем в тарелочку нарезанные помидорчики. Наши овощи обжарились, добавляем к ним помидорчики. Перемешиваем и готовим до готовности. Наши овощи сготовились. Выключаем плиту, перекладываем все на тарелочку. Далее берем наши баклажанчики, укладываем в один слой и сверху накрываем нашей зажарочкой. Далее немножко поперчим черным перцем. И так проделываем со всеми баклажанами.
Вот такие вкусные баклажанчики, обжаренные с овощами, у нас получились. Кушать их можно как в горячем виде, так и в холодном. Всем приятного аппетита! Друзья, сегодня мы с вами будем готовить закуску из баклажана. Что нам для этого потребуется? 1 баклажан, 2 помидора, петрушка, 2 зубчика чеснока и майонез. Сначала мы берем баклажаны, в нашем случае 1 баклажан, режем тонкими дольками. Далее складываем в тарелочку и немножко их присаливаем. Каждый баклажан. Немножко присолим, чтобы ушла горечь. Все выкладываем в тарелочку. Так даем постоять баклажан 15 минут. 15 минут прошли. Наши баклажанчики немножко постояли в соли. Приступим к жарке. Далее наливаем масло на сковородку. Ждем, пока она нагреется. Выкладываем наш баклажан на сковородку. Обжариваем с 2 сторон до золотистого цвета. Переворачиваем баклажан на другую сторону. И обжариваем до готовности. Наши баклажаны обжарились с 2 сторон. Теперь мы их вынимаем на тарелочку остывать. Теперь приступаем к помидорам. Нарезаем их кружочками. Помидорчики мы нарезали, приступаем к соусу. Помидорчики мы немножко в сторонку. Берем майонез. Кладем его в тарелочку. Нарезаем 2 зубчика чеснока меленько. Помидорчики можно немножко в сторонку.
майонез. Берем зелень петрушки, также шинкуем мелко. И все высыпаем сюда же в тарелочку. Перемешиваем все. Вот такой у нас получился соус. Так, тарелочку берем. Выкладываем слой баклажанов. Далее берем соус и промазываем тонким-тонким слоем, по чуть-чуть на каждый баклажан. Далее идет слой помидорчиков. Потом слой баклажана. Опять промазываем соусом. Вы можете промазывать так, как вам нравится. Хотите, можете побольше, хотите поменьше. Каждый выбирает для себя по вкусу сам. И завершающий слой у нас выкладываются помидорчики сверху. Вот так делаем, чтобы было вот так красиво. Так, чтобы немножко торчали наши баклажанчики. И можно немножко соусом. Так сделать. Теперь ждем полчаса, пока наши баклажанчики с помидорчиками пропитаются. И закуска готова. Приятного аппетита. До скорых встреч!